Среди большого количества пророчеств и предсказаний, большой интерес среди простых людей и исследователей вызывают предсказания Нострадамуса. Многие пророчества великого французского ученого, философа, врача и алхимика сбылись еще при его жизни. Исследователи, занимающиеся изучением Катренов Нострадамуса, говорят, что книга его пророчеств охватывает достаточно большой период времени в 2240 лет. В своих Катренах оракул зашифровывал предсказания в виде коротких стихов. Эти пророчества произошли или должны будут произойти с человечеством. Знакомимся с предсказаниями Нострадамуса на 2022 год. В настоящее время большое любопытство вызывают предсказания Нострадамуса на 21 век. В пророчествах французского оракула именно это время называется как время кардинальных перемен в мире. В этот период времени произойдет слом привычного жизненного устройства. Начнется формирование нового порядка. Привычные порядки рухнут. Идет новое время. Нострадамус отмечает, что разрушение устоявшегося уклада жизни людей может быть чревато для человечества. Многие перемены станут предвестниками конца света. Однако большинство исследователей сходятся во мнении, что так называемый конец света станет началом нового периода, концом старого времени. Пророчества Нострадамуса свидетельствуют о характерных для нынешнего столетия природных катаклизмов. Человечеству придется познать великую силу и мощь природы. Многим странам придется вести борьбу с разрушающими цунами, пожарами, наводнениями. Со многими этими проявлениями людям приходится сталкиваться уже сегодня. По предсказаниям оракула, ситуация на земном шаре будет только ухудшаться. Людям следует готовиться к очередным климатическим сюрпризам. Нострадамус предсказывает, что 21 век принесет людям новые заболевания. Смертельные вирусы могут спровоцировать целые эпидемии. Как отмечал оракул, появление новых неизученных вирусов станет следствием развития человечества. В частности, изобретением нового оружия – бактериологического, генетического, тектонического. Указывает пророк и на появление нового смертельного вируса, который поразит всю планету. Источник этого вируса будет находиться в одной из восточных стран. Предсказания Нострадамуса на 2022 год указывают на большую вероятность начала крупного военного конфликта. В этой войне будут принимать участие много стран. Причем период с 2022 года по 2041 станет последним, когда возможен глобальный вооруженный конфликт в мировой истории. Конфликт начнется из-за большого числа мусульман, которые наводнят Старый Свет. Когда их число достигнет критической отметки, они станут задавать свои правила игры. Произойдет вооруженное столкновение. Однако конфликт удастся локализовать. Поток мигрантов из восточных стран способна будет остановить Франция. В других Катренах астролога говорится о том, что вследствие крупного вооруженного конфликта только две страны смогут выйти победителями. Это Китай и соседская Индия. Некоторые исследователи склонны полагать, что удар по Западу будет исходить со стороны главного восточного государства – Китая. Причиной войны станет соперничество двух сверхдержав – США и Китая. Однако люди будут гибнуть не только от войны. В мире воцарится беспорядок из-за появления смертельного вируса, от которого не будет спасения. Стоит отметить, что французский провидец немало своих предсказаний связывал именно с Востоком и Китаем в частности. Так, некоторые его пророчества содержат информацию о том, что Китай в 2022 году станет лидером в мировой политике. Отсюда же с Востока человечеству стоит ждать новых амбициозных правителей, тиранов, которым будут поклоняться многие. Предсказания Нострадамуса на следующий год относительно России достаточно оптимистичны. Если в предыдущие несколько лет страна переживала время недовольства и волнений на фоне усталости от отсутствия кардинальных перемен, то к 2022 году ситуация станет более спокойной. Россия займет выгодную для себя позицию третейского судьи, наблюдая за противостоянием США и Китая, противоречий в странах Евросоюза. Возможно создание союза во главе с Россией, в который войдут сильные и независимые восточные государства.